Здравствуйте, мои уважаемые спонсоры. С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Не устану вас благодарить за поддержку моего YouTube-канала. Спасибо вам. Сегодня я хотела бы с вами поговорить про плохих, хороших людей. Был хороший человек, стал плохой. Я думаю, что каждый из вас встречался с такой жизненной ситуацией, когда вы были с кем-то очень близки, а потом ненавидите этого человека, смотреть на него не можете, слышать про него ничего не можете, для вас это стресс. Почему такое происходит? Давайте попробуем разобраться. Несомненно, разочарование в другом человеке происходит как следствие. А в чем причина этого процесса? Для этого мы должны переместиться с вами глубоко-глубоко внутрь личности. То есть у нас есть заранее некое ожидание. Это не дело в человеке, которого мы встретили, а в неком пустом, незаполненном пространстве, точнее, заполненным ожиданием и надеждой. И какой-то человек просто туда, нет, просто им заполняется эта пустота. И это про наше «хочу», про наши потребности и про потребность даже не обладать объектом или субъектом другим, а обладать неким эмоциональным состоянием, то есть его переживать. То есть я хочу не машину, а себя в машине, себя, испытывающие эмоции в этой машине. И многие люди, например, когда им что-то не удается, то они садятся за руль, и они за рулем чувствуют, что они держат эту жизнь за узду. Они управляют, они молодцы. Или же я не хочу новую фигуру, а я хочу самовосприятие себя в более, допустим, худом теле. Или же я не хочу замуж, а я хочу, чтобы те ненасыщенные потребности, которые у меня есть, заполнились и не терзали меня. То есть этот внутренний голод, эта пустота — это такой зов. «Дай мне поесть, дай наполни меня». И мы, не выводя в сознание этот зов, становимся иногда рабами этого внутреннего «хочу», которое и способствует самообману. То есть мы, вот это сложно понять, что другой человек, он всего лишь способ, он средство, он кукла, которая нам нужна. И дело не совсем в его личности. Он нашей психике должен напомнить ту пустоту, носителем которой мы являемся, и личность тут же привязывается эмоционально к нему. Вот это наша еда, которая утолит наш голод. Я думаю, что вы посмотрели видео, которое опубликовано в пятницу, о придуманном представлении о себе. И это придуманное представление о себе, оно нуждается в обслуживающем персонале. То есть те, кто будет мой придуманный мир подтверждать, те, кто мне будет поддакивать, те, кто будет со мной соглашаться, тот, кто будет меня обслуживать, и я буду себя чувствовать ценной. Или же будет какой-то прекрасный учитель, который меня сразу приведет куда мне надо, на счет раз. А вот те, кто предлагает мне длинную дорогу, это неправильные учителя. Они не совпадают с моим придуманным представлением о мире. То есть все эти персонажи, которых мы ищем, в котором потом обязательно разочаруемся, обязательно, потому что они будут нереалистичны изначально, они берутся вот из этого придуманного «я». И когда мы встречаем такой объект, возникает ощущение, схожее с тем, что переживает младенец, когда его животик наполнен теплым сладким молочком. Вот это вот такая нега, которая разливается. И наша система, с одной стороны, стремится к этому равновесию удовлетворенности, но тут же в нем начинает деградировать или регрессировать. То есть как будто нам надо найти тех самых людей
И обнаружив тех самых людей, нам как будто можно наконец-то завершить этот процесс эволюции или развития. Все. Например, у меня нет друзей, я хожу к психологу, и я пытаюсь понять, почему люди не хотят со мной дружить. А потом, когда у меня появился друг, все, я уже могу не эволюционировать. Или же я узнаю, что у меня с мужчинами не так, а потом с кем-то я начал отношения, все, я перестаю это делать. Видите, это возможность как будто уже все остановиться и жить так, как хочется. Кого мы ищем? Давайте с вами типируем этих персонажей из нашего внутреннего сценария. В первую очередь мы ищем родителя, который будет о нас заботиться, который будет нам давать благо. И в таких отношениях мы обычно хорошие детки, которым дают благо. Мы можем даже родителей назначить того, кто нас младше. Это тип отношений, который выстраивается. С родителями всегда идет такое заигрывание, кокетничество, и многие путают это с сексуальным влечением. На самом деле это просто ребенок, который соблазняет этого родителя, хочет ему нравиться. Второй типаж — это тот, о ком мы заботимся. Это те, кого мы спасаем, благодетельствуем и так далее. Это позволяет нам повышать самооценку, и мы все время ищем, как будто кому помочь, и за счет этого вырасти в своей значимости. Потому что если у нас есть идеалистическое представление о заботящемся родителе, то мы будем отождествляться с ним, становясь для кого-то таким же родителем. Еще один типаж — учитель. Учитель. Тот, кто за раз меня донесет туда, куда мне надо. Кобылка, на которой я доскочу мгновенно до своего счастья, который мне даст простые методы, как мне стать самым-самым. И вот этот вот учитель, вот очень хорошо видно потому, когда люди смотрят мой YouTube-канал, а потом приходят ко мне на личный психоанализ. То есть он слушал меня, все было прекрасно. Именно потому, что у нас не было конфликта интересов. Он не общался со мной своим «я». Он общался, смотрел меня придуманным «я». А когда мы встречаемся, человек реальный, и я реальная. И тогда начинается совсем иной сценарий. То есть та Демчук Ольга, которая была затащена в образ идеального учителя, обрушилась. То же самое мы переживаем, когда, например, еще один типаж — друг. Вот мы ищем друзей. Друзья — это те, кто с нами тождествен, которые такие же интересы, такое же мировоззрение и так далее, и так далее. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что нам хочется вот таких тождественных друзей. И мы можем дружить, пока у нас не возникает конфликт интересов. Ну, например, у меня была подруга, душа в душу, ходили там на экскурсии в театры, а потом поехали в отпуск, и все. И дружба развалилась, потому что она хочет утром на море, а я сплю допоздна. Она хочет в рыбный ресторан, а я хочу в вегетарианский ресторан. Произошла встреча нашими реальными «я». И этот друг уже не кажется таким прекрасным. Также может быть фантазия об идеальных подчиненных. Да, это когда я представляю какой-то бизнес. Вот многие люди, нереалистично планирующие бизнес, они как раз с этим встречаются. Я представляю каких-то подчиненных, они как такие безликие гномы, которые просто шуршат и делают все, что я им скажу. Или же я фантазирую о идеальном начальнике, руководителе, который мудрый, прав, который терпит все мои взбрыки и так далее, и так далее. Вот этот прекрасный друг, которого я искала, может стать моим злейшим врагом, если я начну с ним общий бизнес. Потому что, когда мы встречались, болтали, развлекались, вот такие у нас были праздные развлечения, все было прекрасно, нам нечего было делить. Но как только мы начинаем работать, я понимаю, что, допустим, он ленив, или же у него есть иное видение, он хочет, чтобы я подчинилась. А я уже не знаю, как ему говорить, не говорить, мы же друзья, я потеряю дружбу. Вот почему аналитикам запрещено дружить со своими клиентами, или почему нельзя брать родственников на работу, или почему с друзьями
Если ты начинаешь бизнес, то он, скорее всего, развалится. То есть теоретически можно, но если два человека очень взрослых, тогда да, тогда это возможно. Но если есть вот это придуманное представление о себе, то реальность не совпадет. И этот лучший друг станет худшим врагом. Вот эта фантазия об каком-то идеальном объекте, который будет включен в мой сценарий, позволяет мне как будто замкнуть цепи, которые пока разорваны. Он сделает эту энергию текущей по ним беспрерывно. То есть это необходимый элемент, пятый элемент. Помните фильм «Пятый элемент»? Это пятый необходимый элемент, чтобы это все заработало. И как понять, что ты уже вошел в этот психоз? Это когда ты начинаешь думать, а что он скажет, а как он посмотрит, а понравится ли ему то, как я выгляжу, а понравится ли моя идея, а что он подумает, когда прочитает мой пост. То есть идет постоянная сверка, потому что другой стал уже неотъемлемой частью вот этих всех внутренних процессов. И до этого, как бы, до появления этого идеального, человек сам себе идеальный начальник, и он с этим идеальным начальником с собой начинает что-то делать и понимает, что получится ерунда. Человек сам для себя подчиненный. Не дай бог такого подчиненного, как я. Думаю, например, я, работая с собой. Или сам себя родитель, который заботится. Да, странно раззаботиться там, отчитывает. Человек сам себя, а так он заботится. Да, или же чувствует человек давление на себя от вот этого родителя, который есть. Ну и, конечно, или учитель, например. Вот люди, когда многие молятся Богу, не молятся своему идеальному «я» на самом деле. То есть у них вообще нет представления. Или учитель. Вот мне кажется, я такую умную мысль сказал. Да, не дай Бог такого учителя. Видите, вот это все про придуманное «я» и реальное «я». Ну и собирательный образ — это тот самый. Тот самый. Да, вот особенно вот это про любовь. Все вот он появится, и мой животик будет все время наполнен теплым молочком. Ну ладно, иногда. Ну ладно, очень редко. Но все же будет. Я все-таки соединюсь с этим состоянием. Поэтому многие люди терпят отношения, которые изжили себя, но там хоть и иногда, ну, раз в год, ну ладно, раз в 2 года, этот животик наполнится теплым молочком. Что делать, если ты понимаешь, что ты еще в придуманном я? Ну, надо держать расстояние. То есть, когда мы с человеком не входим в близкий контакт, то есть понимать, что вот этот шаг и все, и понесется весь этот сценарий, в котором в конце человек будет враг. То есть это постоянное напоминание себя. Хочется забыть, хочется верить, нет, это правда, тот самый возможен, он появится. Не надо мне эту информацию знать. Вот это вот ожидание того самого нас ослепляет, оглушает. И мы сами себя дурим для того, чтобы воплотить свою придуманную мечту. Итак, не сближаться, не входить в глубокий психоэмоциональный контакт и, самое главное, не иметь общих интересов. И другой человек, он лишён субъектности, втянутый в этот сценарий. Он кукла, с которой я играю. И мы чувствуем, когда мы куклы, но мы не чувствуем, когда мы другими, как куклами, играем, потому что это мой театр. Я хочу, чтобы другие были куклы, я и хочу играть с ними, как мне, а мной играть не надо. Или же мы негласно договариваемся: я буду твоей куклой, ты моей куклой. Да, вот как в сексе. Да, то, что надо мне, то, что надо тебе. И вот эта привязанность такая болезненная, то есть я уже включила в свою корневую систему этот персонаж, и потом мне для того, чтобы его оттуда изгнать, мне надо его очень сильно ненавидеть. Вот эта ненависть говорит о том, что персонаж не изгнан из внутренней системы. И человек ненавистью его все время как будто все время выталкивает. То есть это место не занято, эта ситуация не осмыслена. И так получается, что когда человек слишком втянул другого в свой сценарий, учитель, ученик, родитель, начальник и так далее, то человек начинает чувствовать плененным себя этими отношениями. Он начинает ненавидеть эти отношения. Он их боится потерять и начинает ненавидеть. И тогда начинается сбор компромата.
компромата на другого, чтобы я мог с ним расстаться. Я хочу это прервать, но не могу. И тогда начинается вот это обесценивание, поиск недостатков. Вот если эта привязанность избыточная, то человек все время находится в таком легком скепсисе или недовольстве. Но в то же время, когда я слишком зациклена на себе, я могу только с очень идеализированным объектом стать хоть какие-то отношения. Ненадолго. Иногда на 2 дня. Но могу. А когда я уже могу с реальными людьми общаться, то тогда отношения получаются долгосрочные. И мы себя тоже транслируем этим людям идеальным для того, чтобы не расстаться. Транслируем себя идеальным ребенком тому, кого мы назначили родителям. Транслируем себя идеальным учеником тому, кого мы назначили учителем. Или же транслируем себя как идеального учителя тому, кого мы назначили идеальным учеником. И это начинает напрягать, ты начинаешь задыхаться, и тебе невыносимо в этом самому. И тогда только разрыв, полный разрыв, вдребезги всех отношений помогает тебе оттуда выходить. Вот когда ты знаешь про все это, то ты начинаешь отличать, как я говорю, оргазм от астмы. Да? Не я говорю, это в анекдоте есть. Ты начинаешь понимать эти идеалистические влюбленности как собственную патологию, или точнее, как эхо нашего детства. Надеюсь, этот ролик вам поможет. А я напоминаю, что 22 февраля у нас вебинар «Обесценивание и безоценочность». Будем продолжать учиться мыслить объективно, но на этом вебинаре мы сосредоточимся именно на безоценочном восприятии. Я вас жду и до встречи.